Nice to meet you. Stuck in frozen pizza. Christian Dior. Christian Dior. Jesus. Nice to meet you. Boss a keeper. On my side, diva. Open on the flight. When I pull up in the flex. Baby, where your man looks stressed. Big drip in my Sunday best. If I put you in a foreign, baby, in a stalling, you can know when me is flash. Yeah, energy. Freak in the sheets, steady in the streets. Melanin rich, you from overseas. Let me take you places in the world you ain't never been. Друзья, первый день в Париже, мы только приземлились. Мы только распаковали наш чемодан, сделали нашу квартиру максимально уютной и комфортной. Завтра у меня день рождения, сразу после прилета. И смотрите, что я вижу перед собой. Прекрасное здание с табличкой Aston Martin. Вот будет мне подарок. Вот этот человек, между прочим, помогал все распаковывать. Он распаковывал больше, чем я. Это правда. Правда. Мы с самолета, поэтому первое, что мы сделали, это, конечно же, пошли перекусить. И это у нас рядом с домом. Я заказал себе сразу традиционно улитки и луковый суп. А у Джейкоба курица. Мы живем прямо рядышком вот с этим знаменитым парком, где снималась как раз Эмили в Париже, буквально в 10 минутах. Джейкоб готовит мне завтрак. Моя любимая картошечка-пюре. Так, вообще мы пришли в Dior, потому что я хотела вот этот топ. Очень давно я к нему присматривалась. И мне кажется, он вот с этой юбкой даже подойдет мне. Сегодня вечером можно его надеть. Ну и заодно я хочу померить шорты. Это как бы комплект, еще точно такие же шортики. Правда, моего размера нет. Это очень маленький размер. Я не знаю, если они мне подойдут, но я их померяю. Так, ну... Extra small на самом деле выглядит даже вполне себе ничего. Ну и вот такой вот аутфит у меня получился вместе с шортиками. Мне кажется, смотрится прикольно. Вообще эти шорты носятся либо под прозрачное какое-то, абсолютно прозрачную такую сетку платья, либо под джинсы, которые такие на бедрах типа спускаются. Вот, но с юбкой тоже смотрится, по-моему, очень даже прикольно. Я не знала, что здесь в магазине, оказывается, есть еще и кафе, поэтому мы решили зайти и остановились на кофе после покупки. И девушка, которая с нами работала, консультант, она была очень милая, и она забронировала нам столик в ресторане, куда очень сложно попасть, там у них было одно окошко на 2:30, и мы туда пойдем на ланч. И она нам сделала пропуск в музей, в который, по идее, нужно покупать билеты, но я смотрела заранее, и все билеты были уже выкуплены, поэтому не было свободных мест. Вот, но она сказала, что все, потому что на день рождения она сделает нам такой подарок. Она позвонила и договорилась, чтобы нас пустили в музей. Nice to meet you. Stuck in frozen pizza. Christian Dior. Christian Dior. Jesus. Nice to meet you. Boss a keeper. On my side, diva. Open on the flight. When I pull up in the flex. Baby, where your man looks stressed. Big drip in my Sunday best. If I put you in a foreign, baby, in a stalling, you can know when me is flash. Yeah, energy. Freak in the sheets, steady in the streets. Melanin rich, you from overseas. Let me take you places in the world you ain't never been. I could be the one if you want. When you want, come and say my name. Pack a bag, we can run, do a thing in the sun, get rich.
Последняя остановочка перед нашим ужином праздничным. Смотрите, какой у нас красивый розовый закат. Людей, конечно, много, но вчера был дождь, я очень переживала, что наш ресторан накроется, потому что он на веранде, прямо рядом с башней, с видом на башню. Вот, и был ливень страшный вчера. Но сегодня тепло и солнечно. Ребята, вот так называется ресторан. Нам дали столик. У нас вот reservation написано, смотрите. Прямо с видом. Просто посмотрите на это. Cheers, guys. Нам принесли первую закуску. И я решила снять со вспышкой. И сейчас мы выбираем. Приехала к Лувру. Здесь очень большой красивый парк. Я сейчас пойду там прогуляюсь. Джейкоб работает. Мы уже с утра, на самом деле, много где были. Съездили на завтрак, съездили погулять обратно к Эйфелевой башне. Сделали много классного контента. И в 2 часа, в 3 часа дня обычно Джейкоб начинает работать. И, как правило, пару последних дней было дождливо. И я тоже сидела дома, работала, монтировала и так далее. Но сегодня очень прям хорошая погода. Вообще погода в Париже очень непредсказуемая. Вот, и я решила, что я поеду, погуляю одна сейчас, посмотрю новые районы, чтобы уже в следующий раз, когда мы приедем вдвоем, уже знать, куда идти. Вот, и еще планирую пошопиться. Хочу напомнить, что мы в Париже на месяц. И первый день у нас был весьма и весьма дождливый, но я очень рада, что погода налаживается. Это внушает мне уверенность, что остаток нашего отпуска все-таки будет лучше, чем в Аргентине, где лил дождь и было холодно. Красотища. А еще у меня приезжают друзья. Представляете, мне сегодня позвонила подруга и сказала, что в пятницу они будут здесь с парнем. Мои друзья из Нью-Йорка. Я так рада. Я в Париже, ребят. Я в шоке. Я вообще не планировала сюда приехать. Это рандомное решение. В конце нашего отпуска мы посетили уже стран, наверное, 5. И это наша последняя точка. Я жду не дождусь возвращения в Нью-Йорк. Но, вы знаете, я должна сказать, что Париж мне чем-то очень сильно напоминает Нью-Йорк. У него такой же, знаете, нью-йоркский вайб, энергетика. И мои друзья, кто здесь был, они сравнивают Париж с Нью-Йорком и Москвой. Это такой как будто бы даже микс. И вот я только недавно вернулась из Москвы, я могу сказать, что да, вы знаете, я прям влюбилась по-новому в Москву. И когда я сейчас проходила по улицам, я вчера гуляла одна и сегодня, я поняла, что действительно архитектура и вообще улицы сами очень мне напомнили Москву. А энергетика напомнила мне Нью-Йорк, и я очень вдохновилась своей последней поездкой в Москву. Она меня прям как-то дала мне силы и веру в себя, что я много чего смогу, и поэтому у меня очень много планов на Нью-Йорк сейчас, я этому рада.
И Нью-Йорк меня, в принципе, всегда вдохновлял на новые свершения. Поэтому, находясь сейчас здесь, вы знаете, я уже готова, наверное, воплощать в жизнь все свои планы. Поэтому это очень круто. Это будет продуктивный месяц здесь, в Париже. Мы каждый день куда-то ходим. Это очень классно. Столько впечатлений, столько эмоций. Я рада, что мы приехали. Мы встретили овец прямо в центре Парижа, представляете? A good restaurant. Джейкоб купил сладкую булочку. Это просто хлеб с песком. И это, кстати, очень вкусно. Это Пантеон, друзья. Смотрите, как красиво. Мы идем на ужин, и тут перед нами мерцает башня. Красивенько. Я на днях купила себе пуховичок, ребята, и это не зря. У нас продолжает лить дождь. Я иду к подружке, которая здесь живет. Очень, кстати, уютный райончик. Она здесь живет в Париже. Вот. Мы раньше вместе жили в Нью-Йорке. И я иду к ней в гости. Я вся в светлом, не по погоде. Смотрите, как здесь все в горах. Прикольно. Смотрите, какой необычный лейаут. Так здорово вообще. Двухэтажная квартира. Смотрите, как красиво. Какой парижский стиль. Мне нравятся вот эти вот ажурные в виде балкончик такой и зеркальце. Вот, а Таня готовит нам борщик. Что-то в этом роде. Мулен Руж, друзья, надо обязательно сюда будет сходить. Таня живет прямо рядом вот с ним, представляете? Мулен Руж. Таня мой гид по Парижу. Да. Таня, как тебе в Париже? Отлично. Променяла Нью-Йорк на Париж? Да, ну у меня всегда было две любви. Нью-Йорк и Париж. Нью-Йорк, Париж. Я, наверное, никогда не смогу выбрать. Да, мне, кстати, тоже очень нравится, так что я теперь тоже, если что, буду приезжать сюда, если позволит мне моя жизнь и работа. Привет, ребята, у нас раннее утро. Сегодня первый раз, когда мы приехали на локацию, вообще куда-либо в городе, в 10 утра, представляете? Это самое раннее, когда мы вообще выбирались куда-то. Смотрите, какое красивое кафе сзади меня. И мы сейчас ждем девушку-фотографа. Мне написала девушка-фотограф из Лондона и предложила нам с Джейкобом бесплатную фотосессию. Она свадебный фотограф, и она сюда приехала по работе, и ей захотелось поснимать кого-нибудь для своего портфолио бесплатно. И она увидела, мне кажется, по моему хэштегу, может быть, мои фотографии с дня рождения, где я выложила очень редкую для себя фотографию с Джейкобом и отметила что-то там couples фото или что-то в этом роде. Мне кажется, она нашла именно поэтому. Вот, и мы ждем ее.
юаня сейчас приедет 6%. Джейкоб, say hi. Okay, maybe and keep it careful. Наш фотосет закончился, и мы пришли позавтракать. Так, мы идем за сумкой вот сюда. Там вон очередь, надеюсь, что это не туда же. Самые популярные сумки Парижа, вообще Франции, это вот эти. Раньше мне очень нравилась вот эта сумка в виде рюкзачка, но сейчас я передумала и хочу взять себе другую. Вот сейчас мне понравилась вот такая вот сумка. Я только думаю, либо в этом, либо в черном цвете. Вот это в черном цвете. Мне кажется, в черном лучше. Счастливый обладатель новой сумки. Вообще не в том цвете, в котором я собиралась покупать, но что поделать. Я купила серую, очень хотела черную. Шарфик номер 1. Хочу обратить ваше внимание, смотрите, как бы здесь погода-то уже тоже нелетная, но все равно стоят стульчики, то есть вот на них вода, один угол. У нас сегодня жуткий ветер. Сегодня погода просто, честно говоря, я не помню, когда последний раз видела такой ветер. К чему мой спич? То, что листик пролетел в окно. То, что, несмотря на то, что уже зима, они не убирают столы. И вот можно видеть веранды на улице снаружи, открытые, они везде. Вот эта улица, на которой мы, кстати, живем, рядом с которой мы живем, она вся в ресторанах, очень уютных, таких брасserie они называются. И они все с верандами. Несмотря на погоду, мы решили сесть типично для Парижа на улице. Все сидят, между прочим. И я буду кушать свои любимые блины, потому что я обожаю блины. Мы пришли полакомиться хлебушком. Мы пришли в одно из самых популярных кафе Карет. Сейчас будем пробовать их горячий шоколад. Вот так вот это выглядит. Идеальный свет, идеальный потолок, идеальный бэкграунд. Горячий шоколад вместе с кремом. Так, ребят, я разделась, потому что солнышко, хотя у нас плюс 12 сегодня, если честно, я вообще немножко в шоке от того, что в Париже становится холоднее и холоднее. Вот, и я каждый день ем блины. Представляете? Каждый день. Раньше в Штатах я блины ела, наверное, раз в год, в лучшем случае.
Итак, мы позавтракали, и начался дождь. Нам очень повезло, мы сделали классные фоточки, пока было солнечно. Вот мы переждали дождик и случайно совершенно набрели вот на такой закрытый уголок. Джейкоб не снимает. Мы забрели на такой вот закрытый уголок, сад, и очень красивая архитектура. Новый для нас район, так что я рада, что мы приехали в это кафе Карет. Их несколько локаций в Париже, поэтому если будете в Париже, никогда не ходите в ту локацию, которая рядом с Эйфелевой башней. Там стоит очередь в 30 минут, мне кажется. Вот, оно того не стоит. А здесь очень красиво, очень уютно. Само кафе гораздо красивее, кстати, по архитектуре, чем то, которое около Эйфелевой башни. И рядышком есть аж 2 или 3 парка, где погулять. Мы зашли позавтракать в кафе в самом музее. Смотрите, какой вид у нас красивый. Говорят, что чтобы обойти весь Лувр, нужно 90 дней, представляете? Ну, мы стараемся это сделать за 90 минут. И сейчас мы идем в поисках Моны Лизы. Мы пришли на ужин. Это лодка, припаркованная рядом с башней. Представляете? Тут такой порт красивый. И вот рядышком башня. Называется Франчетте. Мы ждем наших друзей. Queen that Ice Ice maybe stole the melody from? У нас сегодня прекрасный солнечный день, и наша экскурсия на Эйфелеву башню. Мы вчера засиделись с ребятами на лодке, кстати, в этой же области, это прямо с другой стороны башни. И сегодня нам пришлось рано вставать. Мы прямо под башней, представляете? Но на самом деле здесь как бы ничего такого особенного. Просто дырка. Барчик на Эйфелевой башне, ребят. Здесь можно взять себе шампанское, майот. И вот такой вот вид, смотрите. Главное не уронить телефон. Ребят, можно мне зеркальце? Это сувенирный магазин, у них есть вот что это такое, парфюм. Либо парфюм, либо виски, наверное. И сувенирчики. А это мыло, представляете, листочки мыла. Ну и, естественно, всякие брелки, ручки. Это все внутри Эйфелевой башни, если что. Как это называется-то? Пин. На одежду прикреплять. Мне кажется, мне нужна перечница. А вот я, кстати, была права, что это не парфюм, это какое-то, видимо, масло. Шоколад, игрушки, багет. И вот мы с вами все еще на Эйфелевой башне находимся. Это такая смотровая.
Но только это нижний этаж, а мы приехали сейчас сверху. И вот, в принципе, если мы пойдем вниз, то там будет еще кафе, и можно идти вниз. Но мы вообще сами приехали на лифте. Вот здесь лифт. Наверх мы поднимались на лифте, и вниз спускались на лифте. Вот здесь такая мини-кафетерия, но это не сам ресторан. Ресторан, там написано 100 евро плюс, то есть он типа дорогой-дорогой прям-таки. Вот, и здесь можно перекусить и выпить кофе. Ну или шампанское. Я взяла себе блинчик с нутеллой и капучино. Джейкоб взял пиццу. Я иду на стрижку. У меня сегодня busy день, встреча с подругой, стрижка у украинского парикмахера. Вот, я не стриглась миллион лет за весь этот отпуск, и я решила, что пора. Что делаем мы с Таней? Мы сидим в кафе и обсуждаем, что нам еще, на что еще нам потратить деньги. Да. Предлагаю зайти в Юникло. Инста-френдли кафе в Париже. Вот, если будете в Париже, заходите сюда. Вот так оно называется. У нас идет дождик, но нас с Таней это не смущает, Вообще. поскольку мы, да, нас не остановит ничто, поэтому даже ливень. Я со своей новой стрижкой краской, в новом свитере Париж, который дико жаркий, кстати говоря. Вот. И мы сейчас будем что-нибудь здесь снимать, какой-нибудь контентик. Вот, вообще Таня живет в Париже. Бонжур. Таня учит меня французскому, как периодически, время от времени. Вот. Переехала она, к сожалению, из Нью-Йорка в Париж. Я грущу, потому что познакомились-то мы с ней в Нью-Йорке. Прожили долгую, счастливую совместную жизнь в Нью-Йорке. И потом я сбежала в Майами, Таня сбежала в Париж, но я возвращаюсь, как вы знаете, в Нью-Йорк, а Таня остается жить в Париже, поэтому придется мне, видимо, летать временами в Париж, делать шопинг такс-фри. Вот, кстати, мы позже идем с Таней в Сен-Лоран. 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 Но. Сан-Лоран. Ой, нет, это без вариантов вообще. Вот, делать мне шопинг, потому что такс-фри, как вы знаете, в аэропорту есть. Очень удобно. И, в принципе, цены ниже, гораздо ниже, чем в Штатах. Вот. Поэтому, видимо, я буду сюда приезжать. Но поскольку я здесь вот целый месяц, кстати, реально я здесь целый месяц, это очень круто и очень долго, мне кажется, ну, побыть в Париже, пожить целый месяц, это очень круто. Вот, так что, да, мы с Таней тусуем каждый день практически. Ну. Так, у нас с Таней продолжается шопинг. Таня присмотрела себе сумку. А я смотрю на аксессуары. Мне понравилась брошка. Вот такая. Вау. Таня говорит по-французски. C'est pas mal. C'est un peu loin quand même. Moi, je viens du А я меряю брошку. Ouais, ouais. On parle ukrainien et russe. Et comme elle vient de Russie, donc moi je parle en russe avec elle, mais moi je parle en ukrainien avec mes amis. J'ai un collègue à moi, il est, Я ничего не понимаю. Ok. il est grand comme И мы берем брошку. Вот. Так, ну мы все купили. Смотрите, вот это круассан нормального человека, а вот это мой круассан. Это мой размерчик такой. Блин, я бы показала руку, но у меня рука с сумкой. Ну, короче, да. Мы приехали в Версаль, это дворец. И вы думаете, здесь никого нет, потому что здесь мало людей? Нет, здесь очень много людей, но у нас случилась забавная ситуация. Мы купили аудиогид, и почему-то с русского он поменялся на японский, и мы пытались понять, как его поменять обратно, и, короче, нас пустили в эту комнату, чтобы мы
не комнату, это сложно назвать комнатой, это такой зал огромный, потому что здесь более короткий путь для того, чтобы вернуться к станции информации, стойке информации и поменять это обратно. Вот, так что нет худа без добра. Вот. А вообще мы сейчас гуляем по дворцу, где жила королевская семья, и после этого мы пойдем в сад. Киш с сыром и шпинатом. Еда в полевых условиях. Ну, кстати, вкусно. Я уговорила Джейкоба взять киш с козьим сыром. Он хотел взять какой-то сэндвич сухой, вот. А киш нам даже подогрели. Он вкусненький. Смотрите, какие люстры. Красота. Мы только что стали свидетелем лебедя, который пришел в кафешечку. Вот тут кафе. И вот он идет, довольный из кафе. Мы пришли на ужин, нам, смотрите, сделали какой романтик, свечку. Видите, какая красота. Представляете? Открытие ресторана 1686 год. Обалдеть можно. Это у нас стейк и утка. У нас субботние. Таня снимает ворота, они очень красивые. И Андрей и Таня показывают нам с Джейкобом район. Как называется район? Как называется район? Здесь мы... Вот тут парк Монсу. Понятно? Вот так называется. Мы гуляем после бранча и смотрим красоты Парижа. Спасибо, ребята. Мы говорим сегодня на 4 языках практически. Да. Yeah, we've been to Greece. You know, it can be a bit. Like when you live in Моя ежедневная практически еда здесь это улитки. Боже, я их так люблю. И капучино. И завтрак, обед, ужин с видом на улицу. Либо на самой улице, кстати. Там не так холодно. Ребята, я иду встречаться со своей Таней. Париж, конечно, прекрасен. Если честно, вот я иду в какой-то новой для себя области. Здесь просто красота в каждом здании. Вот посмотрите, это здание прекрасно. Сзади меня уже другого цвета здание. Сзади вот этот дом, там вообще какие-то, вау, такие вот витые, витая такая крыша, в общем, невероятная красота. Здесь все такое инстаграмное, здесь все такое фотогеничное. Вот честное слово, я мало снимала именно для влога, но я очень много снимала для инстаграма. Поэтому, если вы еще на меня не подписаны, обязательно переходите туда. Еще я в Телеграм много выкладывала тоже всяких фотографий из Лувра. В общем, в силу такой красоты этого города я ударилась просто в Инстаграм. И я решила, что это просто моя блогерская какая-то мечта. И Джейкоб, он
такой молодец на самом деле. Он так, видимо, прочувствовал мое настроение, что он вообще не был против меня фотографировать. Он не жаловался, он даже, наоборот, делал это сам. Мне порой даже не приходилось его просить. То есть он сам, мы идем, он раз снимет видео какое-нибудь симпатичное для рилса, снимет фото. Это очень круто, спасибо ему огромное. Потому что в Штатах такого нет. В Штатах, конечно, мне приходится его просить. Вот. А здесь он, видимо, понял, что да, город, правда, стоит того. И поэтому я столько сделала контента. Это невероятно просто. Мой внутренний блогер доволен и удовлетворен, мне кажется, на все 100 лет вперед. Сейчас я иду встречаться со своей Даней, и мы тоже планируем с ней снимать контент. Мы с утра отправили друг другу фоточки наших аутфитов, потому что мы хотим снять общий рилсик в похожих нарядах. Мы купили с ней 2 одинаковые шубки в Манго. Слушайте, это вообще такая бомба. Это лучшая вообще покупка, мне кажется, моя за всю эту поездку. Я, наверное, сниму отдельное видео своих покупок в Европе, потому что в Европе я не знаю, у меня проснулся мой шопинг-маньяк, я скупила все, что только можно. Я столько не шоплюсь в Штатах, если честно. Здесь был переход вообще-то нерегулируемый, и вообще-то люди могли посмотреть, что идут люди. Но нет. Прям как в Аргентине, я смотрю, здесь не любят пешеходов. Хотя город, на самом деле, пешеходный, красивый. Я забрела, кстати, еще в одну улочку. Я здесь уже была. Слушайте, здесь так красиво. Просто смотрите. Смотрите, какая красота. И впереди меня тоже красота. Сейчас покажу. Вот, смотрите, какое потрясающее здание сзади меня. Кстати, на этой площади по воскресеньям блошиный рынок. Мы как-то здесь гуляли, и здесь вот на этой площади было все в палаточках. Кстати, знаете, откуда пошло название блошиный рынок? Из Франции. Потому что у них здесь очень много клопов, как выяснилось. Кстати, недавно было новое нашествие. Но я не думаю, что это вам информация интересна. У нас все хорошо, у нас в квартире никого нет, в метро тоже мы их не видели. Но пошло это все именно с этих рынков, которые продавали старую мебель, и в них просто завелись вот эти bed bugs, то бишь клопы. И оттуда пошло это название блошиный рынок. Будда проседает. Смотрите, какая красота. Есть подозрение, что здесь снимали Эмили в Париже. Потому что очень красивый сад. Здесь все фоткаются, там вот одно кафе. Здесь розы растут. Мы сейчас будем здесь тоже сниматься. Наши шубы. Так это ты сейчас для влога, да? Да. А в какую сторону? Ты станешь сюда? Да нет, я просто хочу показать, что мы делаем. Мы снимаем видео. Мы сейчас будем снимать рилсик. Мы вот в таких шубках. И забор. Забор, прекрасное здание. Да, очень красиво. Вам привет от нас. Вот. Таня, с кем я провожу свои томные вечера и дни. И не томные. И не томные. Да. Таня, расскажи, пожалуйста, какой у тебя любимый район? Парочку назови любимых районов в Париже. Мой любимый это 9-й, потому что там реально очень вкусно, много классных мест. Как он называется? Просто 9-й район. Но когда-то он назывался Старые Афины. Там жили всякие, господи, художники, поэты и прочее. А это не разве не Монмартр, это где я живу. Ага. Там Чуть тоже. повыше, Там была да? богема, они просто были бедные, а в 9-м жили богатые. Наверное, поэтому мне больше нравится 9-й. Монмартр, там была прям вся богема, все импрессионисты известные, они там проживали, рисовали, писали картины. Так что да, это было здорово, очень красиво. Так что будете в Париже, заходите в 9-й. А еще 4-й, ты говорила, вроде хороший, да? Нет, Типа, не помню. Ты говорила 4-й, он типа как похож на Сохо. А, да, потому что это Море, вот, Да. точно. Там тоже все очень уютно, красиво, и он такой фэшн, то есть там все ходят на шопинг, много классных каких-то концепт-сторов, то есть не только... Винтажные Да. сторы там есть. Очень я много, видела. причем на вес. Да? Да, там типа по килограмму. Подожди, Но даже, ты даже прав- Шанель? Нет, Какой-нибудь нет? Нет. Там нету люкса? Нет, есть отдельные люксовые бутики, но не килограммовые. Можно мне килограмм Гуччи, пожалуйста? Да, а мне Прада. Кстати, Праду я тоже очень люблю. Я раньше любила Гуччи, сейчас я люблю Праду. Я очень люблю Сен-Лоран.
Пожалуйста, у меня там сумочка уже А я на примете. познакомилась с вот этим вот брендом Pollen. Это же французский, да, бренд? Да. Да, французский бренд. Все блогеры с ним ходят, ну не только блогеры вообще. Очень классный бренд. Если будете в Париже, просто must visit этот стор. И обязательно купите. Он очень такой middle class, то есть он affordable. Отличное сочетание цены, соотношение Да. цены и качества, потому что носится классно, классные Да, модели. и выглядит очень прямо вообще так вот прям стильно. А у Тани тоже, Таня покажет Кстати, свой. да, у меня тоже полен Смотрите. сегодня. Мы полен Франц. Полен Фрэнс. One полен, два полен. Да. Но у меня более классическая модель, она называется Uno, она была самая первая. Такой рюкзачок. Да, он форма рюкзачка, но можно сделать длинным, а можно сделать коротким. Мы пошли кушать. Да. Сзади меня фонтан, кстати. Смотрите, какой уютный ресторанчик с окнами в пол. Это прямо здесь же, кстати, где мы снимались. Тут же он и находится. Смотрите, какая красота. А это у нас супфо. Супфо считается здоровой едой? В принципе, да. У нас, я смотрю, мясо, зелень. Мясо, вкусный зелень, бульончик, лапша. рисовая лапша. 18 евро или 15? 15. 15,80. Да, 15 Вообще евро. норм. Вообще должна сказать, что как же это круто, когда в чужом городе живут твои друзья. Это просто невероятно. Вот мы посетили сколько? 5 разных стран, наверное, за эту поездку, или 4. И именно в Париже у меня живет подружка моя, очень-очень близкая, очень-очень давняя, с Нью-Йорка. И это такой кайф. Еще у меня была другая подружка проездом. И это просто невероятно. Город играет другими красками. Такое впечатление, что я, в принципе, уже в Нью-Йорке. Наверное, еще потому, что мне чем-то Париж напоминает сам Нью-Йорк. Вот. Ну и плюс Таня, конечно, помогает. Джейкоб от меня убегает. Мы пришли в Louis Vuitton Foundation, мы вон оттуда вышли. И начался дождь. Опять. Здесь выставка. Это галерея не самого Луи Виттона, да, если вы рассчитываете увидеть здесь какие-то pieces by Louis Vuitton, такого не будет. Нет, здесь исключительно картины разных художников. Вот. Сегодня это какой-то квадрат Малевича, один сплошной. Вот. Просто Louis Vuitton проспонсировали, они построили вот эту нереальную красивую галерею. Если честно, меня впечатлила сама галерея больше, чем выставка. Потому что само здание очень необычное, очень красивое, мне кажется, в стиле Луи Виттона как раз. Такое все многоуровневое, интересное. Вот, и это находится в парке, причем не просто парке, а в самом большом парке в Париже. Это самый большой, огромный парк, сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот, и мы сюда зашли, билет стоит 16 евро, на двоих 32, 4 или 5 этажей, вот такая крыша. Вот, Джейкоб приготовил зонтик. Но, честно говоря, Малевич уже сделал в свое время свой известный квадрат, и здесь просто разные квадраты разных цветов. Галерея Диор была интереснее. What do you think? Beautiful. I like this park and the pond and the fall colors. It's really nice. Новогодняя елка в галерее Лафайет, где все лакшери, не только вещи, но и украшения. Мы с Таней пришли на самый известный руфтоп. Да, Таня, веди меня. Вот, смотрите, какая красота. Смотрите, что здесь открывается. Просто бомба. Ракета. Смотрите, какая красота. Это горячий шоколад в виде кисточек. Мы пришли в кафе с Таней. О, котики. Сейчас нам еще принесут пирог. Мы, в общем, заказали, решили не пить кофе. У них есть еще кофе тоже в кружечках с такими же кисулями. Смотрите, какой у них красивый интерьер. Ребята, у нас сегодня годовщина свадьбы, и мы пришли в ресторан с видом на башню. В силу того, что плохая погода, как на мой день рождения не получается, зато получается в тепле.
Смотрите, какой у меня бантик. И кофточка из H&M, кстати, имейте в виду. Стоит всего 25 евро. Очень, кстати, забавный факт, то, что у нас сегодня последний день в Париже, и именно сегодня, в наш последний день, у нас годовщина. В первый день в Париже был мой день рождения, в последний день в Париже у нас годовщина. И в первый и последний день у нас такие ужины красивые с такими потрясающими видами на башню. Смотрите, какая красотища. Вот такая красота у нас получилась. Content creation in Paris. Мне будет этого не хватать. С кем я буду пилить контент в Нью-Йорке? Мне будет не хватать. Кого я буду водить во все классные местечки? Nice to meet you. Step in froze.